Когда в твоей жизни все погружается во тьму. Когда те люди, которые, как ты думал, будут рядом с тобой навсегда, внезапно покинут тебя. Когда твои мечты рушатся прямо у тебя на глазах. И каждый, кого ты встречаешь, говорит тебе, что у тебя не выйдет. Когда кажется, что хуже уже быть не может. Я прошу тебя, копни глубже. Мне нужно, чтобы ты нашел ту силу внутри себя, которую невозможно подавить. Когда в твоей жизни все идет к чертям, ты должен занять позицию. Ты должен встать и противостоять всей негативной энергии, которая поглощает тебя и окружает. Ты должен создать для себя новую реальность. Ты обязан бороться за другой исход. Для себя и своих мечтаний. Это не конец. Это твое новое начало. У тебя есть сила изменить свою историю. Никто и никакие препятствия не могут отнять ее у тебя. Чемпион рождается не тогда, когда все легко. Чемпионы закаляются в огне. Через поражение, через борьбу с самым худшим, что можно только представить, не убегая от этого, а вставая и принимая бой. Тебе не обязательно всегда быть на подъеме и в восторге. Иногда все, что нужно, это просто пережить это. Просто продолжай идти вперед. Если тебе больно, продолжай идти. Если ты плачешь, продолжай идти. Если ты не знаешь, что будет дальше, продолжай идти. Мне нужно лишь одно. Сохраняй движение, не останавливайся и не садись жалеть себя. Ты, возможно, не видишь этого сейчас, но весь этот ад, через который ты проходишь, заставит сказать: хорошо, что это случилось. Ты будешь благодарен, что все пошло не так. Потому что чему ты научился в этом процессе. И все эти ситуации сделают тебя неудержимым зверем. Знаешь, зверем не становятся, когда все идет хорошо. Нужно давление, нужна боль, нужна темнота. И как бы плохо твои дела ни шли, ты должен продолжать бороться. Речь идет о том, чтобы занять позицию, стоять смело, стоять дерзко, бесстрашно против любых обстоятельств. Какой бы отчаянной ни была ситуация, какими бы непреодолимыми ни казались преграды, ты продолжаешь идти вперед. Ты продолжаешь идти к своим мечтам, несмотря ни на что. Это неумолимая погоня, это несгибаемая внутренняя сила и отличает победителей от побежденных. Когда весь мир говорит тебе, что все кончено, когда кажется, что выхода больше нет, вот тогда ты сражаешься сильнее всего. Вот когда ты доказываешь себе и всем остальным, что у тебя есть все, что нужно. Ты показываешь, что как бы ни сгущалась тьма, ты найдешь способ сиять. Дело не в силе твоих битв, а в силе твоего ответа. Неважно, насколько ты осторожен и осмотрителен, жизнь все равно ударит тебя в лицо. Будет чертовски больно. Но вот вопрос, насколько сильно ты способен ударить в ответ? Насколько жестко ты готов сражаться? Какую борьбу ты готов вынести в битве за мечту? Потому что если тебе это действительно важно, как ты говоришь, ты не сдаешься ни с первого, ни со второго, ни с третьего и даже не с 22-го раза. Когда кто-то или что-то пытается сбить тебя с ног и остановить на пути к величию. Нет, ты продолжаешь идти и сметаешь все на своем пути, пока не получишь именно то, чего хочешь. И ты не останавливаешься ни перед чем, чтобы этого достичь. Каждый раз, когда чувствуешь негатив, когда тебе кажется, что жизнь становится слишком тяжелой, скажи себе: я ответственен за свою жизнь, я ответственен за все, что со мной происходит. Я не могу изменить прошлое, поэтому я не собираюсь тратить ни секунды на беспокойство о том, что произошло. Я буду настолько занят работой над своим будущим и своими целями, что у меня не будет времени на это. Ты настолько сфокусирован, что очень четко понимаешь, что делать, чтобы добиться прогресса. Ты точно знаешь, что делать в понедельник, во вторник, в среду. Ты точно знаешь, как улучшить всю свою жизнь каждый чертов день в неделе. Ты превращаешь свою трагедию в триумф, потому что именно это делают победители. Они не просто мечтают, они действуют. Победители берут свой план, цели, свои видения и превращают их в действие. Их не парализует страх или сомнение. Их толкает вперед решимость и внутренний драйв. Победители не разваливаются на части. Победители не сдаются. Победители не бросают. Победители исполняют. Я всегда думал о жизни так. Это дорога с односторонним движением, и ты опускаешь голову, и все, что остается позади, постепенно исчезает. Ты не можешь вернуться назад, как только начал этот чертов путь.
Ты можешь идти только вперед, и у тебя есть два выбора. Первый – испугаться, сдаться и в итоге сгореть. Второй – сказать к черту это, к черту страх, и пройти напролом. И когда ты выйдешь по другую сторону, я гарантирую тебе, ты станешь сильнее, чем когда-либо мог себе представить. Я зашел слишком далеко, чтобы сейчас взять, сломаться и проиграть. Я победитель, и я буду побеждать. Если ты знаешь, чего ты стоишь, иди и возьми свое. Но ты должен быть готов принимать удары. И не тыкать пальцем, не говорить, что ты не там, где ты хочешь быть. Из-за него, из-за нее или из-за кого-то еще. Так делают трусы, а ты не трус, ты лучше этого. Мне все равно, сколько времени тебе нужно, чтобы закончить учебу, держись. Мне все равно, сколько попыток потребуется, чтобы сдать этот экзамен. Ну и что ты не сдал с первого раза? Ты продолжаешь учиться, ты продолжаешь писать, ты продолжаешь петь, ты продолжаешь читать рэп, ты продолжаешь боксировать, ты продолжаешь вести мяч, продолжаешь несмотря ни на что. И если ты проявляешь упорство, проблемы не длятся вечно. Каждая буря, которая приходит, рано или поздно проходит. Мне не нужно, чтобы ты больше об этом размышлял. Ты слишком много думаешь, ты слишком много анализируешь, ты сам себя отговариваешь. А вдруг не получится? Я уже пробовал и не вышло. Мне нужно, чтобы ты просто продолжал двигаться. Я хочу, чтобы ты раз и навсегда решил, единственный способ проиграть — это сдаться. Мне нужно, чтобы ты продолжал идти. Каждый мой успех построен поверх неудач. Неудача — это лишь одна ступенька на лестнице, по которой я поднимаюсь выше. И некоторые из вас сегодня здесь должны изменить свое мышление, потому что кто-то из вас думает о том, чтобы сдаться, потому что вы сейчас в периоде неудач. Но то, что ты потерпел неудачу, не значит, что у Бога нет для тебя светлого будущего. Сдаваться всегда слишком рано. Я не могу сдаться, не могу остановиться, не могу устать, не могу отказаться, я не могу сломаться. Почему? Потому что моя мама рассчитывает на меня, моя жена рассчитывает на меня. И когда уже у тебя ничего не осталось в баке, ты должен вспомнить о людях в своей жизни, ради которых ты это делаешь. И если ты думаешь о них, ты можешь пройти еще одну милю. Ты можешь выдержать еще один рабочий день. Когда ты это делаешь ради кого-то другого, когда ты понимаешь, прекрасно понимаешь, если я не вкалываю, мы не едим. Я хотел бы сказать тебе, ты устал, отдохни. Я хотел бы сказать тебе, что станет легче. Я хотел бы сказать тебе, давай, продолжай, и будет легче. Я хотел бы сказать тебе это, но это было бы неправдой. Ведь правда в том, что ты должен найти что-то внутри себя, то, что будет толкать тебя вперед, что будет поднимать тебя, что будет вести тебя, что будет двигать тобой, что будет поддерживать тебя. И когда ты поймешь свое зачем, когда ты найдешь свое почему, ты больше не нажмешь кнопку отложить. Когда ты находишь свое почему, ты находишь способ сделать это реальностью. Но ничего из этого никогда не произойдет, если ты сдашься. Неудача дает тебе два варианта: остаться лежать или подняться. Ну а я встал, и я завелся, потому что я понял, я могу оставаться внизу, а могу поднять свою задницу и идти дальше.